Данил, как обычно, за Мадридом следует Рим. Давайте сначала оглянемся назад. В Мадрид ты проиграл Касперу, который в итоге выиграл турнир. Облегчает ли это переживание потери? Если честно, не совсем важно, когда вот я был помладше, мне было приятно. Вот я проиграл, но ты обычно и проигрываешь раньше в каких-то первых кругах, допустим, в втором круге ты проиграл, и человек потом вышел в финал или выиграл, и тогда ты радуешься, что ты думаешь, ну я действительно проиграл очень сильному сопернику. А тут мы уже в четвертьфинале, то есть там уже остается 4 человека, которые выигрывают. И в принципе это не совсем важно, будет это Каспер, там Джек или Лоренцо, они все играют круто на грунте. Но я, в принципе, доволен тем, что я показал против Каспера. Немножко во втором сете мог довести до тайбрейка, но не получилось, он хорошо играл. И он также отлично играл в полуфинале и в финале, то есть он доказал, что он может это сделать, потому что это его первый мастерс. Поэтому я рад за него. Я показал все, что мог, и буду стараться здесь сыграть лучше. В матче с Каспером ты играл в очень атакующий теннис. Это тот путь, по которому ты продолжишь идти, или это был чисто мадридский подход? Это был и, во-первых, чисто мадридский подход, и я думаю, что с Каспером на грунте зависит, понятное дело, от твоего стиля, но то, как я играю на грунте, я не вижу себя в розыгрыше с Каспером, то есть я не вижу, как я 20 ударов буду делать, потому что он забегает, он старается сразу тогда диктовать игру, поэтому план был такой, чтобы игру диктовал я, и у меня это получилось, но другой вопрос, что он все равно хорошо защищается, хорошо обводит, хорошо играет, и это у него получилось, то есть это было больше и Мадрид, и Каспер, поэтому посмотрим в Риме, смотря с кем буду играть. Здесь помедленнее условия, поэтому не факт, что у меня получится это делать. Посмотрим. Рим занимает особое место в твоей карьере по понятным причинам. Титул здесь еще забавен для тебя из-за того, насколько он был неожиданным для всех? Да, на самом деле, по многим причинам он неожиданный. Во-первых, он был неожиданный, потому что я реально ненавидел грунт. И после этого я, в принципе, намного больше люблю грунт, я намного меньше, скажем так, бешусь на него или там какие-то, я уж не знаю, вещи говорю про него. То есть я намного спокойнее к нему отношусь, но что еще страннее, то что это был мой последний титул. И больше поэтому каждый раз возвращаюсь сюда. Пока что это самое особенное место в моих последних за 2 года, потому что только здесь я выиграл. Поэтому посмотрим, постараюсь в этом году тогда что-то повторить. Что самое интересное и самое сложное в Риме для тебя? Самое сложное... Дороги здесь тяжелые, а я люблю, допустим, машины. У меня есть такая даже тема, то есть ты приезжаешь куда-то, представляешь, что, допустим, вот я бы там здесь ездил на своей машине, а по Риму я не могу такого представить, потому что, если ты хочешь какую-то спортивную машину, это точно не в Риме, потому что ты ее разобьешь сразу, там вот эти и люди ходят, и, дороги вообще жесткие, поэтому это, наверное, самое тяжелое, и люди водят так тяжело. А самое хорошее, на самом деле, хороших вещей очень много. Если выбирать одну, наверное, еда. Еда действительно очень вкусная. А так и достопримечательности, и центр города, и люди приятные. Но вот если одно выбирать, наверное, еда. Тогда скажи, какое любимое блюдо? Блюда нет. Десерты очень нравятся, но и паста нравится, и... давай так тогда, значит, десерт, неважно какой, они все вкусные. А вот блюдо будет... как по-английски, вил скалапини ал лимоне. Вот это вил по-русски-то как телятина, получается, в лимонном соусе. Ты делал что-то особенное, чтобы подготовиться к этому турниру? У тебя новый физио, по-моему? Да, в Мадриде был со мной новый физио, здесь его не будет, но да, то есть я, в принципе, давно искал физио, но для меня, моя команда, она всегда... особенное место занимает, то есть я не могу просто взять, то есть мне нужно, чтобы человек подошел, поэтому мы отлично поработали. Здесь будет другой физио какое-то время, а так что-то особенного нет. Прилетел после Мадрида сразу сюда, потому что был всегда вопрос стоит вернуться домой на 2 дня, но на 1,5 дня, 3 дня. 3 дня может быть слишком уже близко к турниру, потом сюда приехать, поэтому решил сразу поехать сюда, тренируюсь, готовлюсь, посмотрим. Последний вопрос. Яник возвращается. Тебя удивит, если в его игре и уверенности в себе ничего не поменяется, и пропуск никак не повлияет на его результаты? Совершенно не удивит. Вот с кем угодно другим, мне кажется, я бы смотрел и думал, интересно, может быть очень тяжело первый матч, второй матч. С Яником ощущение, он так себя зарекомендовал в последние, наверное, особенно даже полгода. Год, но особенно последние полгода
что каждый турнир, что он играет классно. И поэтому, как бы, я думаю, что у всех игроков складывается ощущение, что он сейчас выйдет и будет хорошо играть. Но все-таки жизнь не такая легкая штука, поэтому посмотрим, будет интересно. Спасибо, удачи. Спасибо.